Ваша внутренняя королева будет сиять с одним из самых женственных бестселлеров, самым любимым гламурным ароматом, который выходит лимитированным тиражом Divine Royal. Привет, вы на канале Взлет, меня зовут Ольга, и сегодня будем обсуждать этот парфюм. Поехали! Divine Royal Eau de Toilette от Oriflame вышел в 2019 году. Это фланкер, который входит в коллекцию Divine. И вот сейчас, в 2023 году, в преддверии новогодних праздников, этот аромат переиздается в гламурном флаконе, вдохновленном королевскими нарядами высокой моды. А флакон характерен для обновленной линейки Divine. Уже вышел классический Divine голубой, также Divine эксклюзив мы увидели красный, и вот теперь мы видим королевский Divine Royal. Может быть, и руки дойдут Oriflame до Divine Idol, будем надеяться. В оформлении аромата мы видим золотистую крышку, которая в данной королевской версии очень напоминает скипетр власти, на которой написана надпись Divine, и сам флакон выполнен в виде женской фигуры, только здесь мы находим традиционный фиолетовый оттенок. Точно такая же пирамида, как и у предыдущей версии, которую уже можно считать ретро, только изменился флакон. Но так как на нашем канале нет обзора на данный парфюм, то давайте обсудим полностью всю композицию и протестируем. Парфюмеры, которые работали над Divine Royal, их два. Это Александра Карлин, которая получила образование в Международном институте парфюмерии, косметики и ароматов в Версале, Франции, в 2002 году. Это французский парфюмер, девушка, и она сотрудничает со многими престижными, известными брендами мировыми, включая Живанши, Феррари, Виктория Секрет. У Катрин высокохудожественный подход к парфюмерии, который вдохновлен литературой. Она считает, что сырьевые материалы богаты чувствами, эмоциями и с удовольствием переводит атмосферы и места, описанные в книгах, в свои композиции. Александра высококвалифицированный и страстный парфюмер. Ее талант и творческий потенциал были отмечены в 2019 году премией Центра роскоши и творчества. Экла Блан, Giordani Gold женская — это парфюмы, которые сейчас есть в парфюмерной коллекции Oriflame и которые сняты с продаж. Посмотрите, на каждом аромате есть печать такого королевского достоинства, так же как на Divine Royal. Это Grace, снятый с продаж. Помните концепцию этого парфюма? Также Марсель, by Марсель, аромат высокой моды, Афина, Amazing Paradise, VIP Only. Все ароматы очень такие гордо себя несущие. Для мужчин Александра выпустила Signature Zoom, Glacier Rock, Eclat Toujours, тоже очень любимые многими парфюмы. Но она разрабатывала данный аромат, герой сегодняшнего обзора, в сотрудничестве с другим парфюмером. Это Пьер Константин Гера, и он учился в том же престижном университете парфюмерии в Версале, где Александра работал с известными домами парфюмерными. Он рассматривает парфюмы как язык, который позволяет людям создавать свой собственный мир, поощряет других исследовать свой обонятельный опыт и развивать словарный запас для описания ароматов. И для Oriflame Пьер уже сделал Joyce Jade парфюм, и совсем недавно потрясающий яркий и солнечный аромат Османтус, который многим уже полюбился. И вот эта пара французских парфюмеров на наш суд выносит Divine Royal. Давайте же его протестируем. Тип аромата восточный, цветочный, древесный, но первые ноты, они очень яркие, сочные, и я бы назвала их праздничными. Я не тестировала до сих пор этот аромат, хотя он с 2019 года, никогда его не покупала, не носила. Может быть, где-то когда-то тестировала, но я уже не помню. Сейчас для меня это вот абсолютно новый запах, и вот я вижу что-то общее с
тем же Eclat Blanc, которым я в зимнее время пользуюсь каждый день. Я думаю, что это вот эти сочные ноты мандарина, которые самые первые, самые энергичные и яркие, и я их ощущаю. Ну, тот же самый мандарин, который я ощущаю в Eclat Blanc, но там композиция более резкая, более алкогольная, здесь она более мягкая, женственная, именно по-королевски сглажена, и в верхних нотах, кроме мандарина, также мы находим яркую фруктовую коктейльную вишню Меруши Черес. Это мороскиновая вишня, которую вы можете видеть в коктейлях, в десертах. Если вы заказали какое-то лакомство и там есть вишня, то это 100% будет вымоченная в ликере мороскина вот эта вот десертная вишенка. Классический вишневый вкус с оттенком миндаля, это есть, называют так Меруши Черес, вот эта мороскиновая вишня. И вот она, и я думаю, задает также в верхних нотах ощущение праздника. Кроме того, заявлен в верхних нотах розовый перец, но я его совсем не ощущаю. Не назвала бы я ни с какой стороны этот фланкер Divine пряным, хотя он заявлен как восточный, но Востока я здесь ощущаю меньше всего. Царственности, да, вот этой цветочной. Есть мандарины, которые очень здорово ложатся на сердце композиции. Вот абсолютно цветочная. И здесь, в этом букете, мы найдем королевский цветок Амарилис, который является героем данной композиции, ключевой нотой. В переводе с греческого название цветка означает сверкать, и в преддверии новогодних праздников, когда мы хотим украсить блесками все вокруг, как нельзя кстати, выходит данный аромат с такой ключевой нотой. Есть очень красивая легенда у Амарилиса, что была девушка, которая влюбилась. Каждый день она приходила к красивому пастуху, которого звали Альтео, но не находила отклика в своих чувствах. И когда уже там на 30-й день он вышел на крыльцо, то он увидел на том месте, где всегда видел эту девушку, красивые красные цветы. Это на длинной зеленой ножке, такие ярко-красные, но не бывает разных оттенков. Цветок по типу лилии, по-моему, он относится к семейству лилии, из луковицы он растет. И вот здесь он царствует. В этом аромате является ключевой нотой. В букете его окружают, конечно же, другие цветы, такие как гордения и жасмин, но именно Амарилис символизирует здесь страсть, пленительность и величие, потому что он возвышается над другими зимними цветами. И именно его торжественный выразительный аккорд распускается в самом сердце яркого и эффектного Divine Royal. И на ваших волосах, на вашей одежде, когда уже проходит несколько часов, это туалетная вода, поэтому здесь средняя стойкость, остается роскошнейшая база, которая сверкает золотыми оттенками ванили, мускуса и сандалового дерева, создавая теплое, изысканное послевкусие. Поистине королевский аромат, нежный, ненавязчивый, очень благородный, женственный, изысканный. Я уверена, среди моих зрительниц есть поклонницы данного парфюма. Обязательно оставляйте свои впечатления в комментариях. Концепция безумно красивая, царственная, блистательная, великолепная. Ты, окутанная облаком роскошного аромата, богиня, которая достойна поклонения. Это был разбор аромата Divine Royal. Если он вам был интересен и полезен, то ставьте лайк под этим видео. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал Взлет и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы получить оповещения и посмотреть новые видео о новинках Oriflame на нашем канале самыми первыми. Пока-пока.